Здравствуйте, меня зовут Сахар. Сразу к делу. Я хочу делать портреты на заказ, рисовать. Но я постоянно либо была занята работой, либо занята учебой, поэтому у меня как-то не доходили руки до этого. Поэтому сегодня я буду рисовать девочек из ТикТока. Первой на этом стуле окажется девочка с ником, который я не могу произнести. Ее ник Мио Ираю. Я не знаю, сори, простите, пожалуйста, я не понимаю. В общем, вот такой вот ее ник. Сначала я думала, что мне будет удобнее видеть ее в уголку экранчика. Потом я его, естественно, убрала, потому что это писец мешает, если честно. Естественно, сначала идут линии построения, и я примерно понимаю, где какие части там у нее находятся. Я очень давно не делала портреты, и я думала, что сначала, что я сделаю какой-нибудь стилизованный портретик, но, видимо, это вообще не в моем стиле, и вот, в общем, все портреты, которые я делаю, они выглядят вот так. Я работаю примерно так же, как если бы я работала на обычном листе и рисовала краской. Я намечаю основные цвета, ну, то есть, где примерно будут волосы, какого цвета примерно лицо и так далее. И потом уже ввожу основные оттенки. Как мы все знаем, или как некоторые из вас знают, при рисовании лица я использую зеленый, потому что он везде есть. Если только у вас не ультра-мега теплое лицо, теплый цвет кожи, розовенький, фиолетовый, синий, оранжевый. Короче, все RGB цвета, они там есть. Почему я выбрала эту девочку? Потому что она красивая. Ее внешность очень необычная. Мне безумно понравился ее нос. Вы видите этот нос? Он такой красивый. Губы у нее просто шикарные. Самое главное, это ее макияж. Вы посмотрите, она уже выглядит как рисунок. Потом мне стал мешать скрин в углу, и я его удалила и начала рисовать, прислонив телефон к экрану. Она была, кстати, самой первой, кого я начала рисовать. Это было так здорово, потому что потом я ей скинула фотку в Инстаграм. Да, я нашла ее в Инстаграме, потому что в ТикТоке она, наверное, меня не заметила. Но мы с ней очень мило пообщались, буквально в одно сообщение или в два. Было здорово. Я боялась, что родинки на ее лице не получится, хотя у меня есть специальная кисть для этого. Если надо будет, я могу сделать видео о том, какие кисти я использую, и, в общем, как я их настраиваю и так далее. Только потом я поняла, что я не особо часто рисовала зубы, вообще во всех портретах, которые я когда-либо писала. Так что, Яне, я ничего не знаю. Если они вам кажутся зелеными, скорее всего, вам не кажется. У нее такие классные губы. И это немножко было сложновато для меня. Ну, в смысле, посмотрите на ее макияж. Она так четко обрисовала свою верхнюю губу. И я могу сделать точно такие же губы макияжем на себе, но у меня немножко ломался мозг, когда я пыталась сделать это в портрете, на компьютере, в графическом портрете. Теперь я понимаю, почему преподаватели не советовали нам приходить натурой накрашенной или рисовать на этюды тех, кто с ярким макияжем. Это немного запутывает, но в основном это из-за того, что макияж меняет цвета кожи. Волосы я никогда не боюсь рисовать. Вы видите, у нее натуральный темный цвет волос, либо черный, либо темно-коричневый. Плюс еще в ТикТоке были наверняка фильтры, возможно, они тоже дали небольшое изменение цвета, но я добавляла туда и синий, и зеленый, там фиолетовый, есть розовый, какие-нибудь коричневые цвета, серенькие всякие. Потом я это, естественно, перекрою самым темным цветом. Не знаю, права я, конечно, или нет, но я нарисовала ей бровь рассеченную. Может быть, она так не планировала делать, но мне показалось, может быть, так и есть. Не судите меня за это. Знаете, что еще классно? То, что ее волосы такие же, как и ее одежда. Ну или примерно одинаковые по тону, поэтому я могу кончики не особо пририсовывать. А еще я где-то в процессе рисования потеряла ей ухо. Я слегка его наметила, и вот такой вот она получилась. По-моему, здесь вы можете легко найти мою подпись. Эта фотография, кстати, дополнительно еще обработана, потому что когда я рисую, я вижу одни оттенки, а когда я его сохраняю, я вижу совершенно другое. Надеюсь, вам нормально видно, потому что обычно все мои работы получаются дико насыщенными и дико контрастными. Я люблю цвет, но я не таких их рисовала.
Переходим к следующей девочке. Так получилось, что когда я сделала скриншот, я не сохранила ее ник в ТикТоке. Мне повезло, что этот ТикТок, я бы не сказала, что залетел, но это один из самых популярных ТикТоков у меня. И мне повезло, что очень многие написали ее аккаунт. Ее зовут АВД, Алиева Диана. Был один человечек, который сказал, что это срисовка, то есть обводка. Сначала я очень сильно расстроилась по этому поводу. Мол, я рисую такие портреты минимум час. А тут мне говорят, что я это просто обвела, но потом я постаралась обмануть себя и решила поменять мою точку зрения. Обмануть свои мысли. Если этот человек сказал, что это обводка, несмотря на то, что я ее пыталась строить, это значит, что моя работа качественная. Это значит, что она хорошая. Это значит, что я нарисовала ее так похоже, что они думают, что я ее обвела. Разве это не самый сильный комплимент? Мне было очень приятно, что многие меня поддержали. Естественно, неприятно видеть такие комментарии. Вообще не классно, когда кто-то пытается тебя оскорбить. Знаете эту психологическую тупую шутку, которую всем пытаются постоянно навязать? Мол, если тебе скажут, что у тебя синие волосы, ты же не обидишься, потому что на самом деле у тебя нормальные волосы. Суть в том, что ты обижаешься не на сам факт того, что ты эти оскорбления принимаешь на себя. То есть, если тебя назвали тупым, то обидишься только если ты сам себя воспринимаешь тупым. Нет, ты обидишься из-за того, что этот кто-то сделал это злоумышленно, из-за того, что он пытался тебя обидеть. Очень хорошо, что у меня получилось откинуть это от себя, иначе бы я залипла на этой ситуации на несколько дней точно. Если этот кто-то считает, что это обводка, значит моя работа хорошая. Хоть на самом деле работа отличается действительно от оригинала, на это и влияет еще мое восприятие этого человека. Вы все об этом знаете. Если вам человек не нравится, вам и рисовать его не хочется. И он получается уродом. Справедливо, кстати. Потому что вы видите, как он гнилой изнутри, и вы хотите показать, какой он мерзкий. А тут не было. Мне понравились эти девочки, и, наверное, случайно у меня получилось в каком-то месте их приукрасить для себя. Так вот, о чем это я? С ней я решила быть более смелой. И я сразу прям сверху накидывала все цвета. В этом портрете я попыталась чуть-чуть поподробнее прорисовать фон, пяка на самом деле. Этот портрет тоже занял у меня примерно час 15, час 20, но это еще из-за того, что когда я сохранила работу, я заметила, что в районе губ я сделала слишком все зеленым, и потом еще перекрывала, замазывала все. Стрелочки, конечно, немножко неровные, но простите меня, я и на себе не могу ровно стрелки нарисовать. О чем вы? Здесь мне было так тяжело нарисовать ее губы и ее нос. Мне кажется, из-за того, что я постоянно их трогала, они исказились и не совсем похожи. Но это такие нюансы, господи. Знаете, когда вы рисуете с фотографии, там не видно всякие тени, полутени, лицо становится более плоское, может быть, какие-то детали начинают размываться, деформируется картинка, естественно. Поэтому я немножко гиперболизировала все. А еще мне было тяжело с ее глазами, потому что я не поняла, какого цвета у нее глаза. Они были очень темными. Я предположила, что это очень темные коричневые или черные глаза, но прям черными мне их не хотелось рисовать, поэтому я добавила туда синенький, коричневенький, зелененький, там, по-моему, серенький. Может быть, мои преподаватели по живописи мной погордились. До сих пор не понимаю, как правильно рисовать шею. Я точно знаю, что она не должна быть светлее, чем лицо. И стараться делать так, чтобы голова действительно была на шее, не отлетала. С волосами было, кстати, сложнее, чем с предыдущей мадам. Я хотела сделать ей огромный объем, видимо, на тот момент. Слава богу, я заметила, что ее лицо начинает деформироваться, и она начинает возбухать. Лучше меньше объема, чем потом вы будете мучиться с огромной головой. А еще мне показалось, что в ней не хватает объема, и дальнюю половину лица я еще немножко закрасила, добавила тенюшку. Совсем незаметную. Вот такая красотка. С ней мне пообщаться, к сожалению, не удалось. Но я уверена, когда-нибудь она увидит этот портрет и, может быть, даже захочет его себе забрать. А вот и девочки вместе. Девочек рисовать проще, потому что они всегда получаются красивыми. Надо потренироваться на мальчиках. Этим я займусь в следующий раз. Вот.